В прошлом выпуске наш последний день отдыха в Брашове мы провели в Aquatic Paradise, большом аквапарке Трансильвании. Уезжая из Брашова, мы долго спорили, куда поехать дальше. Тая хотела в Кантакузино, в замок, где снимался Венсдей. Мы же были за замок Дракулы. Определиться мы долго не могли, поэтому мы решили в этот вечер тянуть жребий. Это было вот так. Давайте, выбор сделан. Не подсматривать. И открываем все вместе, да? У меня Буштена. Дракула. Все, мы выезжаем из Брашова, из этой уютной квартирки. И сейчас едем в замок Бран. Алиса, ты мне поможешь вещи носить? А то вот все стоят. Что ты? Положи бутылку, она тяжелая. Проезжаем старый центр Брашова, еще раз рыночную площадь, ратушу. Красиво здесь. От Брашова до Брана 45 километров. Погоду обещали солнечную, но, видимо, наврали, потому что уже небо затягивает. Наверное, пойдет снег к обеду. Здесь такой парк возле замка, прям внизу. Скамеечки. Красиво. Алиса, возьми читасы, их оставила на лавке, по-моему. Проходим через небольшой сувенирный рыночек. Здесь вход, касса. Идем узнаем, сколько стоит вход в этом году. Покажу вам цены этого года. Конечно, все подорожало. В общем, за взрослого вход 55 лей. За тебя? За меня 30, потому что я студент, а за Таю 15. Да, Алиса бесплатно. Получается, там от 7 до 18 лет по 15 лей, с учетом, если ты не учишься в университете, а еще в школе. Да, она спросила, high school или university? А ты такая немножко затупила, сказала, что университет, и поэтому 30. Так бы заплатила 15. Вот такая дорожка, и поднимаемся к самому замку. Неприступный замок Бран, овеянный легендами, возвышается на скале в окружении лесов и долин. Залы и коридоры замка сплетены в загадочный лабиринт. Мы когда только начали встречаться, мы приехали в Бран, сколько? Месяц, да? У нас месяц был отношений, и это было 4 года назад, и мы здесь были. Вот сейчас... В сентябре 2018 года. Ну, видишь, как ты помнишь, я не помню. А сейчас Да, уже осень. с Алисой вернулись, скажи, да? И она во всех фотографиях, да? Что ж, Да. что ты там говоришь? Спасибо. Замок Бран изначально был крепостью, возведенной в XIII веке силами местных жителей для рыцарей Тевтонского ордера. В XIV веке замок выполнял роль таможни Трансильвании. Король Венгрии Сигизмунд подарил его в XV веке принцу Мирче Старому из Валахии. А в 1690-м замок перешел во владение Габсбургов и был обречен на долгое запустение. Здесь везде лесенки, много переходов разных из зала в зал. Алиса, стой! В 1918 году жители Брашова, наследники строителей замка, передали его королеве Румынии Марии. Мария восстановила здесь все и превратила замок в свою летнюю резиденцию. Здесь очень узко, Ась, я иду за тобой. Эта лестница была тайной. Она находилась за камином, и обнаружили ее только в 1920 году, когда Мария начала в замке ремонтные работы. И вот здесь надпись, что можно удариться головой. Ася ее прочитала и лупанулась со всей силы прямо в эту перегородку. Сильно разбила лоб и сейчас плачет. Ударила сильно. Красивые здесь залы такие. Вон, кайфовое место для отдыха возле печки, лежанка такая. Кому шо, а нам чипсы дались? Пока мы отвернулись, Алиса уже пробралась к инструменту и сидела, бренькала. Прибежали ругаться на нас.
Во время Второй мировой войны принцесса Илиана, дочь Марии, разместила в замке госпиталь и назвала его больницей сердца королевы. После войны госпиталь продолжал лечить раненых, а принцесса была в нем медсестрой. Я поняла, он хочет залезть к ней в окно, а она спряталась. Фильм ужасов. Алиса смотрит, сейчас стоит. Алис, ты не испугалась? Алису заинтересовало привидение в замке. Вот оно. Сделали вот такие голограммы за эти годы. Конечно, интересно очень посмотреть. А вот и сам легендарный Дракула сидит за столом. Вы говорили, все ездит. Лишня. Во. Дося, осторожно спускайся, осторожно. Аси, дай руку лучше. Брэм Стокер, автор романа «Дракула», никогда не бывал в Румынии, да и логовом вампира замок никогда не был. Влад Цепиш, Дракула, останавливался в замке. Окружающие просторы были его излюбленным местом охоты. Стокер придумал Дракулу, но не румынских вампиров. В местной мифологии существует понятие стригои. Это вампиры, в которых превращаются висельники после смерти. Они выходят из могил и пьют кровь людей. Но именно поклонники Брэма Стокера и придали замку легендарности, когда во время путешествия увидели Бран. Более того, американский режиссер Фрэнсис Коппола даже выделил деньги на реставрацию Брана, когда снимал здесь свою версию Дракулы. Хочешь копеечку кинуть? Я думаю, что если мы Алису за ноги опустим туда, то на ужин мы на сегодня нашкребем что-нибудь. Да, дочь? Сейчас, подожди, мама тебе даст, и ты загадаешь желание, хорошо? 50 баней. Да. Держи, подожди. Подожди, не кидай. Нужно загадывать желание. Всем дам, иди сюда. Сейчас. Подожди. Давай, загадывай желание и бросай. Опа. Ты загадала? Все. Так. Алиса у нас просто любит бросать. Сейчас я загадаю что-нибудь. Ну? По легенде, именно из этого колодца вел тайный ход за пределы замка. Все, выходим мы из замка уже. Будем ехать потихоньку в сторону Бухареста. А вот, как я и говорила, очень сильно похолодало и начинает идти снежок. Выходишь из замка, и здесь сувенирный рыночек. Ну, как обычно, много всего. Тарелочки, магнитики. Мы движемся уже на выход. Мама, она хочет кота. Какого кота? Какого кота? Кота. Да, я... Наш кот будет спать меня. Какие красивые узоры на льду. Ну что вы все испортили, взяли? Такая красивая была. Да. Наши 3 дня, проведенные в мистической Трансильвании, подошли к концу, и пришло время вернуться в Бухарест, потому что Ася через 1 день возвращается в Берлин. Сонное царство. Уснули абсолютно все. Пошел снег, и я думаю, что завтра все уже заметет, и в Синае уже можно будет однозначно кататься на лыжах.